Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я вам покажу забытую старую мету. Это метовый ТБ, и скорее всего после этого ролика он вернется в лобби, и в каждой игре вы будете наблюдать конкретно эту сборку. Что здесь добавилось и что конкретно поменялось? Как вы все помните, в предыдущей версии ТБ был имбовый из-за того, что было сломанное наследие Духа Огня. Сейчас есть немного иная ситуация. Это есть новый герой, который, нереально распределяет урон. А ТБ имеет 3 керри, по сути, да? И если все 3 керри скинутся в героя, который находится под проклятием, весь этот чистый урон распределится очень на большую область. Поэтому, короче, давайте без лишних слов. Сразу хочу сказать, что я сыграл несколько игр, и все игры у меня были успешные. Даже самые плохие игры у меня были довольно-таки успешные. Поэтому давайте, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего дня. Не забудь тыкнуть лайки и комментарии, соответственно. Ну а если не подписан, то подпишись. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. Погнали! Какая сборка конкретно сегодня будет? Ну, во-первых, я буду отталкиваться от игры, то есть если мне нужны морские, соответственно, буду морских доставлять, если мне нужны эльфы, то буду, соответственно, эльфов доставлять. Если же мне этого ничего не нужно, то я, соответственно, доставлю зверей, чтобы просто получить плюс 40% надбавки к урону. Ой, плюс 30%. Ну, короче, не суть. Плюс 30%. Собака со старта. У меня появилась идея. Если что, я не хочу сейчас распродавать вот этот весь стол. Вообще не хочу. Я сделаю вот так. И, наверное, я немного паролюсь. Паролюсь, чтобы найти себе баф людей. Раз мне собака пришел, это, если что, 5% у меня было на синенькую фигуру. Мне нужно сейчас найти Лину и ЦМ-ку. По идее, я смогу в легкую найти Лину и ЦМ-ку. В легкую. Поэтому сейчас на следующем раунде я буду немного подроливаться и буду надеяться, что мне упадет Лина и Цемка. Поэтому, ребят, держите за меня кулачки. Нужно это сделать. Так, убийца гоблин сюда, хорошо. Лина есть, отлично. И гоблин убийца еще есть. Так, блин, агра я не хочу продавать, вообще не хочу. Не грамма. Все предметы перекину сейчас в гоблина убийцу. И вместо собаки, соответственно, поставлю Тинкера, чтобы у меня был стол намного посильнее. Я очень надеюсь, что мне сейчас придет ЦМ-ка. Если придет ЦМ-ка, все затраты, которые я потрачу на роллы, они окупятся. Окупятся за несколько раундов. Вот сколько я потрачу там сейчас денег. Ну, мне 10, наверное, потрачу для того, чтобы найти себе баф людей. Зато насколько это жестко окупится, просто представьте, посмотрите вот в будущее, насколько это окупится. Насколько я выйду вперед по уровню. О, так еще мне даже тратиться не пришлось. Короче, по поводу ТБшки. Почему я говорю, что вот буду отталкиваться от того, что вот конкретно будет приходить. На самом деле все просто. Кто вдруг не знает, как работает перевоплощение ТБ, то работает на самом деле довольно-таки просто. Блин, мне так не хотелось агра продавать. Если сейчас проиграю, то придется и второго агра продать. И, кстати, закирю собаку. Гоблина-убийцу тоже не хочу особо сейчас продавать, потому что, ну, мало ли он мне придет в 2 звезды, правильно? Правильно. Мне еще нужен друид, чтобы апнуть 2 инчи. Они мне пригодятся. Короче, кто вдруг не знает, как работает перевоплощение ТБ. Если вы собрали ТБшку в 2 звезды, она перевоплощает одну фигуру дополнительно, самую ближайшую. Если, соответственно, у вас ТБшка в 3 звезды, то 2 фигуры будут перевоплощены. И те синергии, которые были активны на текущий момент на той фигуре, то есть, допустим, синергия эльфов, да, то эта синергия эльфов сохраняется за перевоплощенным ТБ. И это, честно, это очень сильно. Кстати, у меня один гоблин-убийца без прока-монетки. Попробуем. Я все равно, грубо говоря, сижу на лустрике. Поэтому мне это выгодно. Мне это выгодно сейчас поставить гоблина-убийцу. Дай бог кого-то добьет, соответственно, монетку получу. Соберу его в 2 звезды, то, соответственно, вообще прекрасно будет. У меня будет еще один персонаж, который давать будет мне плюс 3 монетки. Купил, кстати, боевой пропуск. И, кстати, я хочу выразить огромную благодарность Марку. Марк подогнал мне 3 обалденных скина на нового героя. В дальнейшем вы все это увидите. Но я думаю, по превьюшке вы все и сами увидели. Но не суть.
Вы все в дальнейшем сами увидите. Короче, по боевому пропуску. Иногда задают такие вот вопросы. Смотрите, слева, возле героев, ну, возле не героев, а возле противников у меня появляется галочка. Это означает, что этот персонаж ко мне уже приходил, и в следующем раунде, если это не картинка, он ко мне прийти не должен. Вот так это работает. Поэтому боевой пропуск полезен. Помогает, скажем так, высчитывать этот момент. Но насколько это критично? Ну, на самом деле, в некоторых моментах это может заряжать. Особенно, когда вы играете через лустрик. То есть помогает вам немного понять, что сейчас конкретно будет приходить против вас и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Так, сейчас у меня еще пару раундов. Вот смотрите, я уже почти 5 уровень. При этом я не потратил ни копейки. То есть на 5-м раунде я поставил, получается, баф людей. За 5 раундов я получу 10 опыта. Это я сэкономил 10 монет. Потратил я меньше 10 голды. Меньше 10 монет потратил, соответственно, окупил уже. Уже окупил, понимаете? Уже. Баф людей это лютая тема. Особенно если вам баф людей, ну, каким-то чудом упал на 3-м раунде. Такие люди бывают. Я таких людей много раз встречал. Даже один раз у меня такое было. Происходит это, конечно, раз, наверное, в 3 месяца. Но такое происходит. Короче. Баф людей получаете на 3-м раунде. Во-первых, вы ни копейки не потратите. В-третьих, вы получаете тонну опыта. Это прям очень много опыта. Я, короче, все. Тут без лишних слов. Вы сами все прекрасно понимаете без меня. Я уверен в этом. Уверен. Я уверен настолько, как уверен, что мне до сих пор не пришел ни один друид. Козел. А, вон где мои друиды. Там уже Трен в 2 звезды. И Фурион в 2 звезды. Сильно. Нормально. Не спорю. Кстати, воины собираются. Ну, я желаю удачи воинам. По поводу ТБшки. Скажем так, даже в худшей игре на этом ТБшке можно спокойно заходить в топ-3. Ну да. Я вот сыграл 4 игры. Это получается 5-я. Кстати, давайте так. У меня сохранилась моя самая первая попытка сыграть на ТБшке, без учета ошибок и все такое. Тут меня охотник разорвал в пух и прах, потому что у него и стол сильный. Короче, тут без шансов я проигрывал этот раунд, но не суть. Короче, у меня сохранилась моя самая-самая первая игра. Самая-самая первая игра, где я наделал и ошибок, и что-то сомнительные какие-то действия предпринимал. Короче, сохранилась у меня эта игра. Если вы хотите ее увидеть, то давайте. Максимальное количество лайков под этим роликом. Максимально. Вот сколько сможем, столько выдадим. Там 30 плюс давайте. Вот 30 лайков. Все, погнали. 30 лайков, и я эту карточку выложу. Потому что мне даже немного самому стыдно, что я наделал такие... Ну, сумбурные действия, всякие там реликвию неправильно. Короче, не буду спойлерить, поэтому давайте так. С вас лайк, с меня, соответственно, контент. Ну, комментик не забудьте тоже поставить. Ну и не проклинайте меня, пожалуйста, потому что если этот ролик соберет много просмотров, то, скорее всего, мета ВТБ вернется с новой силой. Там уже бабку нашли, но благо это не антимаг. Меня это радует. Кстати, у меня сильный стол. На самом деле, из-за того, что мне так рано пришел Котл, я бы такой, чтобы просто взять и перестроиться в магов драконов. В принципе, тут и игра неплохая под магов драконов будет. Но нет. Контент требует жертв. Покажу вам, скажем так, на все, что способен сейчас новый герой и ТБ. Мне как раз там на стриме челлендж заказывали по поводу нового героя. Ну, что ж, ребят, я вам покажу сейчас этот челлендж. Выполню на 200%. Мне на самом деле самому понравилось, насколько это жестко было. Ну, там уже винстрик сбивают. Нормально. Нормально. Это было и логично. У него реально очень сильный стол. Там Трен в 2 звезды много чего творит. Что я хочу по реликвиям в текущей игре? Ну, во-первых, это двойные мобы. Я под них не отказался. Во-вторых, я бы с удовольствием... Реликвию яиц получил. Вот серьезно, реликвию яиц тоже было бы неплохо. Жалко, здесь нету мастерской бумы. От нее Пеп тоже не отказался. Но, в принципе, не сильно важно. Так, моего героя не бери. Моего героя не бери. Это мой герой.
какой ты, глянь. Кабанчиков я не особо хочу, но, в принципе, если будет у меня выбор без выбора, то придется брать кабанчиков. Кстати, я заблокирую сейчас синергию инсектоидов. Блокирую я не просто так синергию инсектоидов. Кто вдруг не знает, то это заблокированные две фигуры за 3 монетки и 2 фигуры за 4 монетки. Для меня это только плюс. Поэтому по возможности можно спокойно блокировать синергию инсектоидов. Потому что по сути вы ничего не потеряете, всего лишь 8 монет. Зато половину бесполезных фигур исключите. Это, конечно, там не охотники, да, там где много фигур, но это, соответственно, не 8 монет. Чтобы заблокировать охотников, там надо так нормальную сумму вывалить. А тут ты за 8 монет блокируешь 4 фигуры, которые вот тебе необходимо, скажем так, под текущий билд заблокировать, чтобы у тебя было больше шансов получить нужную тебе фигуру. Кстати, как видим, друидов у меня до сих пор нет. Я так понимаю, игра будет довольно-таки нелегкой. Ну что ж, это будет наоборот показательно. Кстати, вот, ну, короче, на моей иконке, на моем портрете игровом, можете заметить, что у меня там единица висит. Это означает, что я в предыдущей игре занял топ-1. Об этом мне, соответственно, сообщили на стриме, что так можно посмотреть. Прикольно такое нововведение. Реально прикольное. У хпшки у меня все грустно. 12 раунд, то у меня уже 61 хп. И уверяю вас, такого количества хп мне будет более чем достаточно. Конечно, я бы хотел, чтобы у меня стол был уже посильнее, потому что я могу, когда 8 уровень возьму, начать ролиться и получу бублик. И болт на 28 в этот бублик получу. Но... да. Хотелось бы, конечно, чтобы у меня было побольше хп. Ну, короче, хочу побольше хп сэкономить. Вот, все. Потому что если я много хп не сэкономлю, у меня будут проблемы. Я, скорее всего, отлечу. Все-таки это же игра скиллозависимая. Тут все зависит от вашего скилла. И не дай бог вы не проявите скилл. Не дай бог. Обалдеть, и чувака вынес. Если честно, я думал, я проиграю. Я его вынес. Это все благодаря котлу. Котл всемогущий. Может, панда мне сейчас насумонит что-нибудь такое хорошее. Хотелось бы, конечно, чтобы она хитреца мне насумонила. Я бы поставил себе синергию кунг-фу. Было бы прикольно. Короче, какой уровень нам нужен? 8. 8 уровень. Этого достаточно. Почему именно 8? Что на 7, что на 8 уровне у вас будет шанс выпадения фигуры 3-го тира 35%. Почему именно 8? Тогда у вас будет 1% шанса на легендарную фигуру. А дай бог там придет Спектра, Свен. Эти фигуры вам, ну, помогут чисто по игре. Поэтому 8 уровень мы берем и начинаем ролиться. И если все плохо, то на 7 уровне. На 7 уровне, ну, там, может быть, места не хватит под новую фигуру. В любом случае придется брать 8. Поэтому 8 уровень это оптимальный уровень, я считаю. Поэтому 8 берем, кайфуем, наслаждаемся жизнью. Все, делаем свой билд. В какой бы ситуации вы ни находились, просто берем 8. По поводу друидов. Друидов мы берем, соответственно, отталкиваясь от игры. Если в игре, соответственно, много физического урона, мы берем синергию эльфов. Ну, то есть это Фурион и Тренд. Если же в игре нету много физического урона, можно взять синергию зверей, либо же синергию морских поставить против магов. Ну, короче, надо отталкиваться от ситуации, но на самом деле синергия зверей звучит прям сильно. Почему? Потому что вы добавите себе 30% урона с руки. То есть вы берете себе спокойно. Я, кстати, Абаддона поставлю вместо этого. Вы берете себе спокойно 30% урона надбавки к вашему текущему. То есть у вас примерно 300 урон с руки, плюс 30 урона вы получите. Не, подождите, это же надо на 25 поделить. То есть 300 поделим на... Сколько это будет? 70. Ну, короче, 80 чем-то урона вы получите надбавки, плюс у вас синергия демонов дает там за каждого демона плюс 10% к чистому урону, который вы наносите. Там, короче, колоссальные цифры будут, поэтому синергия зверей... Ничего себе. И друид, и панда. Неплохо вы раскошелились, ребятки. Нормально так раскошелились. Мне это нравится. Так, не, ну панда это хорошо. Я только рад этим пандам. Я только надеюсь сейчас, что я от мобов не откисну. Потому что стол у меня, ну, как-то, ну, не шибко сильный, если честно.
предметы перекидывать в убийцу гоблина двухзвездочного я не буду. В этом нет смысла. У меня, по сути, такой же самый Дум по хп. И по урону с руки даже получше будет. Потому что он чистым будет бить. Ну и все, в принципе. Да, ничего не буду перекидывать. Так, там 2 воина собираются, гоблины собираются. Для меня это только хорошие новости. Слава богу, что здесь маг-дракон какой-то не собирается. Вот с магом-драконом появляются проблемы. Против мага-дракона нужно магическое сопротивление. То есть нужно либо плащ-пальто 2 тира, либо же шар бездны 3 тира, либо же плащ-пальто 1 тира и 2 тира, соответственно, плащ-пальто, чтобы у вас было много магического сопротивления, и вас маг-дракон не развалил в пух и прах. Ну и драконий рог, естественно, тоже нужен. Либо же БКБ. То есть, если вам фартануло, вам упало БКБ с первого раза, у вас есть драконий рог, то вы мага-дракона вообще не ощущаете ни грамма. Вам никакого даже магического сопротивления не надо. По предметам тут тоже все просто. Ну вот кристалл мана плюс 50, блинк. Ну это если нет драконьего рога, то придется такие предметы брать. То есть блинк плюс 50 маны, молнии 2 тира, палка 1 тира. У вас, соответственно, будет много хп. Ой, много хп. Много маны со старта. И я возьму клевер, короче. Возьму клевер, может мне реально сейчас пант насыпет. Я так намного больше хп сэкономить смогу. Мне все равно 8 надо брать. И мне потом надо будет терпеть. Ну не суть. У меня, кстати, почти 8 уже. Сейчас уже скоро начну ролиться. Вот. У вас будет плюс 70 маны, грубо говоря, со старта, да? За счет мана плюс 50 и колечка. Плюс у вас будет хорошая скорость атаки за счет палки 1 тира и молнии 2 тира. Но это, смотрите, не надо целенаправленно ролить будет предмет 2 тира, если что. Если он упал, классно. Не упал, ну, грустно, печально. Что ж поделать. У вас, в принципе, будет 10 раунд и 15. Потом, если у вас есть мастерская бума, но я бы целенаправленно не стал бы искать молнии 2 тира, потому что есть намного желаннее предметы под перекрафт мастерскую бумы. Там с 3 тира как минимум, обалдеть, как минимум есть один предмет, который вы хотите. Это драконий рог. А из других предметов, на самом деле, там особо больше вам ничего не надо. То есть, если против вас инсектоид, то можно двойные клыки взять, чтобы просто этого инсека разрывать в пух и прах. Под новым героем они рассыпаться, эти инсеки будут. Дай бог ему здоровья. Хотя нет, инсектоиду мы не даем здоровья. Но так как мы добрые, дадим ему немножко здоровья. У него в любом случае коротенькая тютюрка, да? Так, эльф собирается. Ну, против эльфа мне понадобится МКБ. Как же хорошо Котл зачищает этих эльфов. Прям по кайфу. Реально по кайфу. Уи! Хорошо. ВРК, кстати, мог меня пробить. Но по итогу выиграл его я, еще и убийцу в 2 звезды нашел. Ай, хорошо. Но мне это нравится. Эмбер мне поможет в этой игре. Первый ТБ пошел. Так, Винга апнулась, хорошо. Вингу, в принципе, нет смысла в 3 звезды собирать. Ну так, на сдачу. Если получится, то можно ее собрать. А так, ну, особо не надо. Почему не надо? На самом деле все просто. Вингу в текущем патче убили напрочь. Убили напрочь, потому что она... Сейчас, секундочку. Так, вот так. Она не дает больше стана. То есть она только меняется местами. Но стана она больше не дает. Зачем разработчики так сделали? Я не знаю. Не знаю. И кто надоумил их это сделать, тоже не знаю. Короче, гении, да и только. Вот серьезно, гении, да и только. Ну как их еще назвать? Да больше и некак назвать. Это такой бред, на самом деле. Я, на самом деле, дико негодую с этого момента. То есть, Винга просто меняет местами фигуру двухзвездочную с наименьшим количеством хп, но стана больше не дает. Зачем так делать? Еще пивная панда и Зевса раскрыли. Ой-ой-ой. Ну, это плохо, то, что там Зевса раскрыли. Это очень плохо, то, что там Зевса раскрыли. И очень классно то, что у меня героев 2 звезды теперь новый. Это очень классно. Еще и спектра. О, я понял. Я тебя услышал, дорогой.
Это ужасно, на самом деле, то, что он хочет под копирку сыграть против меня. Чтобы вы понимали, этот чел сейчас будет реально играть под копирку против меня. Он будет собирать точно такую же сборку, как у меня. Да. Кстати, это воин. Не полный еще воин, но уже как бы не очень приятно. Ой, какая классная анимация под новым героем, вы посмотрите. Вот теперь реально хотя бы можно отличить, на ком висит проклятие. Потому что оно таким огненным подсвечивается. Ну, прям кайф. Прям вот мед. Так, отлично. Усиление есть. Один друид в 3 звезды у меня есть. Мне надо несколько друидов. А сейчас мне надо, кстати, усилить свой стол, потому что на 20-м раунде проигрывать я не хочу. Как минимум на 20-м раунде мне нужны двойные мобы. Ой, на 20... Короче, вы поняли, что я имею в виду. Реликвия двойных мобов мне необходима. Поставил автопокупку на героев, чтобы вдруг чего их не скипнуть. Потому что у меня такое бывает, что я начинаю нервничать, начинаю быстро ролиться и просто беру скипаю фигуру. А это ошибка, так делать нельзя. Вообще нельзя так делать. Не будьте как я. Не делайте такой ошибки. Но, как говорится, на ошибках учатся. Так, я буду рисковать. Потому что текущие реликвии мне не особо нужны. Отстань, Котл. Мне нужен мой ТБ. Спасибо. Баф людей уже убираю. И мне нужен, кстати, не менее важный персонаж. Антимаг. Не менее важный персонаж. Мне нужен антимаг. Панду, кстати, уже продаю пивную. Оставляю только одну панду. Это панду-убийцу. Так. Не то беру. Не то беру! Так, кунку тоже продаем. Оставляем пока что 3 убийцы. Этого будет достаточно вполне. Самое главное в этой сборке быстро найти себе ТБ и быстро собрать себе нового героя в 3 звезды. Когда новый герой собирается в 3 звезды, там колоссальные цифры начинаются с его способностью. Плюс 300 хп возьмем. Блин, если бы эта реликвия долбаная не высветилась бы, я бы спокойно смог положить еще и предмет плюс 300 хп. 300 хп может зарешать. Так, ну тут я спокойно всех разваливаю. Я это убираю. Я бы мог в мету взять, но не хочу. Я хотел двойных мобов, но... Чего нет, того нет. Хотя мог мету спокойно взять и восстанавливать себе хп. Но у меня, в принципе, 50 хп, я думаю, этого достаточно. Блин. Новый герой, это хорошо, что так идет. Да, очень хорошо. Там уже Хана раскрывают. Пока там ребята раскрывают легендарные фигуры, я пытаюсь себе ТБшку в 2 звезды найти. Вот. Ну, это показательная игра, то, что мне не очень идет ТБ. А вот прикиньте, будет такая игра вам. Там чел на 8 уровне антимага, спектру, наш... Ладно, все. Проехали. Проехали. Вот, кстати, опасный это шаман. Вот шаман очень опасный. Если сейчас ему будет хорошо идти, этот шаман меня разорвет в пух и прах. Шамана мы опасаемся. Шаман неприятный. Он очень много может проблем сделать. Плюс у него 59 хп. Плюс там есть дизраптор в игре. Короче, если там, ну, сильный шаман соберется, вот шаман реально может доставить огромных проблем. Потому что ТБшка может тупо не пережить шамана. Магическая панда, это, конечно, круто. Наконец-то ТБ. 2 звезды. Наконец-то это свершилось. Мне пришел ТБшка в 2 звезды. Теперь мне нужен только антимаг. Нужен антимаг, потому что я хочу себе поставить уже ведьмаков, чтобы у меня и Эмбер нормально так наваливал с руки. Но чего нет, того нет. Либо спектру дайте мне хотя бы. Реально хотя бы спектру дали бы, что ли.
Ну ладно, у меня уже стол более-менее стал получше выглядеть, чем был до этого. Тут воин. Неприятно, конечно, но как-то, ну, все равно. Очень даже все равно пока что на этого воина. Воинов я здесь буду разрывать только в путь. Вот кого-кого, воинов я точно не боюсь. Можно антимага там. Нового героя. Спасибо. Наныл. Наныл на антимага. Ну а что делать? Современные проблемы требуют современных решений, поэтому пришлось наныть антимага. Не, на самом деле... Ну вот смотрите, будем объективно честными, мне сейчас не особо хорошо идут фигуры. Вообще не особо хорошо идут фигуры. Возможно, из-за того, что у меня есть конкурент против меня, вот Блейзер который. Он тоже себе собирает такую же сборку, как у меня. Возможно, из-за этого так. Но вряд ли. Вряд ли, потому что, насколько мы прекрасно все знаем, есть ребята, которые вот прям скилловые, и они находят фигуры без проблем. Причем просто идя в уровень. Спасибо, кстати, ТБ, что ты перевоплотил моего Эмбера. И это могло быть для меня фатальной ошибкой. Точнее, фатальной проблемой. Потому что это мой керри сейчас на текущий момент. Ну, были бы у меня проблемы. Потерял бы винстрик. Но, слава богу, что я не потерял винстрик. Правильно? Правильно. Я, кстати, предметы сейчас закину в ТБшку. Эмбер, конечно, это хорошо, но ТБшка как-то эффективнее расправиться с мобами. Ну, должен, по крайней мере, расправиться эффективнее с мобами. Потому что как минимум 2 керри будет, когда он перевоплотит. Я очень надеюсь, что мне сейчас с первого раза упадет драконий рог. Это будет вообще шикарно. Но это мои обычно влажные фантазии, поэтому вряд ли мне упадет. Очищающая сфера классно, но... Ну, пойдет пока что. Можно ТБ купиться? Пожалуйста. Спасибо. Так, всю реликвию яиц активирую. Погнали. Надо быстро собирать себе ТБ. Надо. Так, новый герой, отлично. Это хорошо. Выхожу из инкама, потому что нужно потратить все свои деньги для того, чтобы себе сделать ТБшку в 3 звезды. Вы уже посмотрите, как он мне плохо идет. Етить, колотить. Вот это я называю божественной подливой. Какой же это рофл. Ну вдумайтесь на секунду, что сейчас произошло. Ай, хрен с ним, короче, ладно. Ладно. Просто недостаточно скилловый. Я надеялся хотя бы, что мне яйца нападают. Я спокойно себе ТБшку бы сделал через яйца. Ладно, еще такая вероятность имеется. Потому что как минимум у меня есть реликвия яиц. Может быть сейчас за пару раундов, соответственно, и найду. Нормально урона накидал у меня Эмбер. 5800. Еще и винстрик сбил. Еще и пивную панду присумонил. Отлично. Так, я хочу забузить Энчу еще. И хочу получить яйцо. Дай яичку мне. О, ТБшка. О, вот это жир. Вот это я понимаю жир. Так, а яйцо я купить-то не могу. Эмбера придется продавать. Ой, яйцо. Короче. Ладно. Я сделаю так. Не то я сказал, не то хотел сказать. А вот, кстати, новая внешка на моем ТБшке. Красивая такая фиолетовая внешка. С боевого пропуска. Вот, кстати, в этом боевом пропуске мне нравятся внешки. Прикольные скины. Вот так вот сделаю. Плюс 300 хп мне не особо надо. Так. Так. Лондруида надо будет собрать в 3 звезды по-любому. Чтобы поставить себе баф зверей.
А там алхимик в 3 звезды. Охренеть. Я... О. Это классно. Но. Я себе со слезами на глазах еле наролил ТБ в 3 звезды. Чел там себе спокойно на 9 уровне нашел алхимика в 3 звезды. Красавчик. Вопросов не имею. Ни грамма. Вообще вопросов ноль. Да. Ну ладно, у меня почти пик. Мне нужно всего лишь найти нового героя в 3 звезды. Дальше можно выйти в 50 монет плюс. Дальше можно выйти, в принципе, в 50 монет плюс. Находить себе спектру. Вместо винги ставить. Тут я, кстати, челика выношу на эльфах. Ой, как же уклонения решают у него. У меня ТБшка тупо не попадал. Надо, наверное, МКБ все-таки найти, потому что посмотрите, насколько все плохо. Я хоть его и выиграл каким-то чудесным образом, но... Меня это ни грамма не радует, то, что я так на соплях выиграл. Так, Лондруид пришел. Мне нужен один новый герой, пожалуйста. Да. По всей видимости, не сегодня. Омник там 2 звезды у чувака, но я ему сочувствую, потому что тут чистый урон у меня. Плюс у меня шарбезна еще есть. Кстати, нереально фартануло мне на шарбезны. Походу, это судьба была все-таки. Судьба то, что упал шарбезна. Хотя, на самом деле, даже если бы шарбезна мне не упал, я бы мог найти себе предмет первого тира. Плащ-пальто, там второго тира плащ-пальто найти. Ну, короче. Ладно, скажем так, шар бездны не бесполезен. Алхим в 3 звезды меня вообще не радует. На самом деле меня не радует шаман. Вообще не радует шаман. Проблематичный шаман будет. Надо МКБ искать. Мисы прокают овер часто. А, у него просто 2 предмета на уклонение. Еще и кольцо на 120 урона. Фух, хорошо, что там время закончилось, и он отлетел в мир иной. Дай нового героя мне. Сейчас мобы будут. Надеюсь, мне упадет рейд ночных зверей, чтобы на 35-м раунде у меня было 1 000 000 предметов. Ну и там я все-таки надеюсь, что драконий рог мне упадет. Я думаю, все-таки стоит паролить себе МКБ. Там еще и кунку нашли в 3 звезды. Маг вылетел, поэтому шарбезный мне уже не нужен. Так, эти предметы скипаю. Ну да, мне остальные предметы не нужны. 2 обалденных предмета. Клинок тени. Хороший предмет. Против вражеского ТБ, против кучи физурона клинок тени зайдет. Поэтому я возьму все-таки клинок тени. И было БКБ. Тоже неплохой предмет. Как раз против любого там контроля и все такое. Но... не особо на то мне и надо, если честно. Мне вот клинок тени дает уклонение, скорость атаки, вот то, что доктор прописал. Поэтому, в принципе, не жалуюсь. Так. Яйцо юзаю в антимага по-любому. Пожалуйста. Бог рандома, давай. Мне нужен новый герой. Пожалуйста. И кем пожертвовать? Надо, наверное, инчу продать. Или лондруида. Нет, лондруида я потом не найду никогда в жизни. Наверное, стоит все-таки инчу продать. Пожертвовать ею во благо. Да. Мне просто нужно сейчас это усиление. Катастрофически нужно. С этим усилением сейчас столько урона будет, ребят. Просто вникайте в эти цифры, которые сейчас будут наноситься через нового героя с этим ТБшкой.
Блин, игра, конечно, такая скилловая у всех. Серьезно скилловая. Так, что это? Это у нас гоблин. Сочувствую, гоблин. Просто посмотрите сейчас цифры. Просто на цифры. 9000 ТБ и 6000 новый герой. Как вам? Вкусно? Я считаю, очень вкусно. Не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Блин, цифры, конечно, гигантские под этим новым героем. Так еще прикол в том, что этот чистый урон как-то слишком жестко делится. Ну, кстати, думаю, можно еще раз предметы рольнуть. Я хочу найти себе еще 4-й тир, хотя может лучше 5-й. Мне надо МКБ. Мне не нравится эльф, он еще и спекту... Как? У него предметы хуже, чем у меня? Ну это трындец. Юп. Ладно, цепочка, в принципе, нормальная, это контроль. Но на самом деле это хрень полнейшая, мне надо было МКБ. Не, ладно, я забираю свои слова назад. 8000 урона ТБ и 8000 урона новый герой. Я забираю свои слова назад. Просто цепочка накинулась только что на алхимика. Алхимик стоял АФК. Новый герой накинул туда дебаф. Мой ТБшка прыгнул, перевоплотил всех и нанес 1 000 000 урона туда. Это жесть. Я не знаю, откуда такие цифры. Цифры космические. Там как-то неадекватно делится это все. Реально неадекватно. Еще и огромная область. Я понимаю, что у ТБшки нет разброса урона в его форме. И там довольно-таки много урона с руки. Но все же. А, кстати, нашел такой прикольный баг. Не знаю, может кто-то тоже замечал. Либо же это я первооткрывателем буду. Но когда вы играете на ТБ. Вот привожу вам пример. Потому что у меня такая игра была. Когда вы играете на ТБ. Если против вас есть жрец. Сейчас я хочу посмотреть, что... О, нет. 1000 урона с руки, кстати. Держу в курсе. 1000 урона с руки. Блин, прикольно то, что сейчас цифры подсвечиваются. Не прикольно то, что он меня вынес. Вот это вообще не прикольно. Вот то, что я говорил, что шаман, это будет самая огромная большая заноза в 5-й точке. Надо будет БКБ найти по-любому. Вообще надо мне будет МКБ найти, БКБ и молнии 5-го тира желательно будет найти. Ну ладно, вернемся к тому, о том, что я хотел рассказать вам. Смотрите, если вы играете на ТБшке, против вас есть жрец. Если жрец забирает ТБшку и 2 ваших друидов, то когда ТБшка перевоплотится, он выйдет из контроля жрецов. Это первый момент. Второй момент, если он перевоплощает друидов, ну, своих друидов, ваших друидов, которые вы взяли под контроль, то эти друиды почему-то становятся навсегда под контролем жреца. Это баг. Но у меня было так 2 раунда подряд. То, что вражеский жрец забрал моих друидов, мой ТБшка их перевоплотил, и они остались под его контролем навсегда. Бред? Еще какой бред? Блин, ну, под демонами косарь урона, прикиньте. Боже, как жестко там ему падают шаманы. Я очень надеюсь, что мне сейчас упадет драконий рог. И я очень надеюсь, что БКБ условно упадет, потому что без БКБ будет туго. Может даже щит 5-го тира будет получше. Сейчас будем смотреть, что мне упадет. Держим за меня кулачки. Даже МКБ сейчас, по сути, мне не надо. Но я на всякий случай МКБ бы себе взял. Чисто так, скорость атаки дается такой. Но я, наверное, предмет 5-го тира поищу. Мне нужен щит 5-го тира, либо же Мьёльнир. Потому что щит 5-го тира, что Мьёльнир отлично будет работать на ТБшке. Как минимум, щит 5-го тира это будет 3 ТБ с щитом 5-го тира. Который будет возвращать урон, контроль, дебафы и тому подобное и так далее. Там еще и безоруж есть. Но знаете, в чем плюс? То, что весь контроль сейчас будет прилетать в Трента. Потому что Трента самая большая тычка. Кстати, багровый потрошитель, это я хочу. А знаете, почему я хочу багровый потрошитель? Потому что багровый потрошитель это имба. Чтоб ты долго жил, бог рандома.
Хорошего тебе крепкого здоровья. Ёп. Фух. Ну, хоть тут спасибо большое тебе. Спасибо. Огромнейшее тебе спасибо хоть здесь. Видели, какие предметы 5-го тира мне упали? Хорошо, что с рандомного сундука мне упал нормальный предмет. Весь контроль сейчас будет лететь в моего Трента, потому что у него самая большая тычка с руки будет. А безоружие, цепочки и тому подобное, все должно лететь в Трента. Я на самом деле надеялся, что мне драконий рог упадет. Но слишком сильно надеялся, судя по всему. Косарик урона просто от ТБшки. Ай-яй. А я у меня... 15 хп. Ну, то, о чем я говорил, что жрец, шаман, это будет проблема. Не знаю, надо щит 5-го тира, что ли, искать. Была не была, поехали. Криты. Я возьму криты. Я не хочу рандомить, потому что мне какой-то условный бесполезный хекс упадет, и что мне потом с этим хексом делать? Пальчик облизывать или как? А мне это не надо. Обезоруж, цепочка у молодого. Но игра на шаманах это игра в рулетку, потому что в одном раунде ты бог, в другом раунде ты полный... Ну, сами дальше знаете продолжение, да? Жить. Жить. 5000 урона. 5000 урона. Ого. Не выжил. Чуть-чуть. Но ему сейчас хорошо приходит. Такая. Но будем объективно честными. Для меня игра была уж точно нелегкой. Мне с горем пополам приходили нужные фигуры. С горем пополам. Не знаю, закину сейчас Трента сюда куда-то. Буду надеяться, что ТБ не пролюбит этот момент и как надо перевоплотит все, что надо. Потому что он как-то далековато в любом случае стоит. Жалко, Венга сейчас ничего не может сделать. Боже, какой прикол. Ай-яй-яй, какая дичь. Я его вынес? Серьезно, я его вынес? Обалдеть. Я думал, что я его не вынесу, честное слово. Просто все как-то так... Ладно. Короче, там в последнем раунде, почему я так удивился, мне контроль прилетел что в Трента, что в ТБ. То есть в ТБ у меня прилетела цепочка, а в Трента прилетела безоруж. Вот это контроль разделился, я понимаю. Вот это вот жестко. Ну, короче, вот такая вот игра на ТБ, и я скажу так, это реально работает, ребят. Я сыграл 4 игры, это получается 5-й у меня. И все 4 игры, они кайфовые были. Легкие, кайфовые. Ну как легкие? Вот у меня были примерно 3 игры еще хуже, чем это. Там мне вообще предметы особо не шли, но хоть каким-то образом я собрал себе фигуры в 3 звезды. Вот в этой игре я не скажу, что мне все гладко шло. Если бы у меня все гладко шло, я бы эту игру намного быстрее закончил. И я бы не дал шаману, так скажем так, раскачаться. Но игра на шаманах это полный рандом. В одном раунде ты бог, в другом раунде ты сам знаешь кто. Ну, в общем, вот такая вот игра на ТБ. Давайте, поддержите меня, не забудьте поставить свой лайк, комментарий. Что думаете в целом по поводу этой игры, тоже напишите в комментариях. Ну, кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.